Ого, дорогие друзья! Добро пожаловать в Slime Rancher! Наша слаймовая фирма развивается, а это уже 5-я часть нашего прохождения. Давайте для начала покормим наших слаймов, так как мы только зашли, а они уже голодные. Вечно голодные слаймы. Для начала я поиграла немножечко вне записи, и вот небольшой итог. Я собрала больше 6000 денежек. В принципе, это был просто фарм. Также мы купили все улучшения для нашего курятника, поэтому теперь наши курочки живут просто шикарно. Еще мы привели немножечко больше наших розовых слаймов. Для чего? В принципе, думаю, мы в скором времени откроем лабораторию, а для них очень нужны розовые и синие слаймовые плорты. И для этого их нужно намножечко больше. Также мы выполнили несколько заданий от наших людей, от наших соседей по Slime Rancher. Следовательно, тоже с этого заработали. Кому там нужны были плорты, кому там нужны были слаймы, кому еще что-то. В целом, какие планы у нас на сегодня? На сегодня у нас планы таковы. Первое, это пойти и закупиться по полной. Мы скупим весь магазин улучшений, то бишь инвентарь. У нас появится возможность стрелять водичкой. Дальше мы сможем улучшить наш ранец, скорость, здоровье и тому подобное. Я думаю, вы меня поняли. И по возможности мы купим новую территорию. Потому что новых территорий не бывает. Я хочу сделать это небольшой традицией в начале каждого видео. Совершать какие-то масштабные покупочки. Почему нет? Пришли, сразу закупились, показали, что мы можем это купить. И дальше свободно играем. Почему нет? В принципе, все шикарно. Так, пока что мы заканчиваем кормить наших драгоценных слаймов, собираем оставшиеся плорти и идем наконец-то их продавать. Сколько у нас выйдет? Всего где-то 200 монет. Ну, в принципе, нормально. Так, теперь мы идем закупаться. Открываем наш драгоценный магазин, покупаем отсек с водой, ранец, сапоги, сердце, расширение и энергия. В принципе, скупаем абсолютно все. Какой забавный, милый слайм. Почему вот эта милая мордашка такая злая? Просто, я не могу, это очень милая хрень. Можно это как-то вырезать и поставить себе на обои. Это что-то с чем-то. Будет классно, когда приходит сообщение, например. В общем, мы немножко отбились от темы. Мы скупили все. Теперь, ни хрена себе. Я, конечно, понимала, что слаймы плодятся очень быстро, но не настолько же много слаймовых котов прямо возле моей двери. Почему их настолько много? Ладно, надо будет потом с этим что-нибудь сделать, я там думаю, или пускай живут. В принципе, они мне не мешают. Почему нет? Так, мы набрали воду. Набрали, мы можем пострелять. Отлично. Краткое описание, что мы можем делать сегодня. Мы можем побрызгаться водичкой. Гениально. Мы можем. Мы короли этого мира, мы можем брызгаться водичкой. Пусть все слаймы нас боятся и уважают. Так, мы наберем сейчас немножечко денежек еще. Деньги лишними не будут. Дайте вам ягодок, кушайте. Давайте мне больше денежек. У этих дрожков тоже достаточно много плортов, а учитывая, что они еще и коты, и их тут очень много, у них очень дохрена всяких плортов. Надо будет как-нибудь это все полностью дособрать. Я думаю, штук 20 здесь точно будет. Ну или хотя бы 15.
идем на нашу слаймовую ферму и продаем. И снова у нас какая-то ачивочка. Пластилин Плорта. Я говорю, в этой игре можно просто стоять, и тебе ачивки будут капать на голову. Вот, ну, как это понимается? Ладно. Новая территория. Она стоит 1700, и мы ее покупаем. В принципе, можем. В принципе, почему нет? Нам она нужна. Сюда, кстати, я хотела поселить летающих слаймов. Надо будет как-нибудь ночью сходить и их забрать. И у них появится новый дом. О, у нас есть новая заданька. У нас есть от Торы или от Ордиса. Мы выбираем Тору, и она хочет курей. Хорошо. Пойдем достанем девочке курей. Или она не хочет курей? Я не увидела, что она хочет. По-моему, она хочет морковки. Хорошо, пойдем дадим девочке морковки. Как я так невнимательно смотрю, что она хочет, и сразу же иду за морковкой. А, да, серьезно. Она хочет морковку. Я этого не увидела. Допустим. Надо будет моей модельке прописать какие-нибудь эмоции, чтобы она могла удивляться вместе со мной. Так, а мы пока наберем курей. У нас каменных куриц наберем из наших курятников. И вот у нас как раз-таки новые курикуны, новые петушки. И также у нас есть новые денежки. Фосфорные плорты. Их мы, думаю, продадим. Они нам сейчас ни к чему не нужны. Также вот это око-око. Я думаю, мы ее либо посадим, либо скормим. В принципе, око-око нам нужна будет немножечко позже, когда у нас будут летающие слаймы и вроде бы медовые или взрывучие. По-моему, так не зовут. Да. Надеюсь, я правильно сказала, потому что я немножечко не помню. Также мы убираем наши фрукты и должны посадить туда клубнику. Уже посадили. Почему? Потому что клубника это также овощ, но ею питаются фосфорные. Следовательно, они будут давать нам больше денежек. Что еще мы сделаем? Я думала вместо свеклы посадить репчатый лук, чудный лук, но в нем особо смысла нету, так как вместо него будет больше морковки. В принципе, я не думаю, что это слишком выгодно. А, око-око ест радиоактивный слайм. Я ошибся. Да, вот. Ну, все мы немножечко ошибаемся. Что мы делаем сейчас? Мы идем за плортами, собираем все, что нам дали наши драгоценные коты. Интересно, сколько здесь вообще выйдет, насколько много. Тут 12. Практически 15, практически мы угадали. Надо их еще кормить. Во, еще плортики пошли, собираем. Вот как раз до 15 дошло. Сейчас дойдет. Найти вам фрукты. Собираем. И ровно 15 меуровых плорт. Также идем на соседнюю территорию. Здесь тоже нужно немножечко подсобраться. Подсобрать наших денежек. Они никогда не будут лишними. И я думаю, под конец серии мы пойдем немножечко поисследуем старую территорию, которую мы открыли. И новую территорию. Там, где бабахи, там, где радиоактивные слаймы. Заберем оттуда парочку новых друзей и их, соответственно, заселим. Но пока что мы собираем денежки. Клубника нам, в принципе, не нужна. Мы можем ее отдать. Уходи, клубника, уходи. Ты нам больше не нужна. У нас есть целая плантация. Вот зачем ты съел мой плорт? Скажи, пожалуйста, зачем он съел наш плорт? Ребят, может, вы скажете? Ладно, тогда мы забираем все остальное.
раз нам не достался маленький скалистый плортик, будем собирать все, что плохо лежит, остальное. Мы соберем еще один маленький скалистый плортик, который мы так и не забрали. Мы пришли на другую локацию, посмотреть, что здесь есть интересно. А из интересного здесь только курица и куча слайма. Ну и маленький плортик. Забираем воды. Еще скалистый, еще меуровый. Как много они едят. Это ж катастрофа. Как, интересно, в реальной жизни таких слаймов можно прокормить, если они едят каждый там буквально минут 5? Вот насколько много еды им понадобится. Ладно, давайте возвращаться домой. Собираем по пути все, что не дособрали. Нас очень сильно бьют. Зачем нас бьют, непонятно. Наделаем немножечко морковки, чтобы было проще. И вот наши летающие слаймы, которые нам в будущем очень даже понадобятся. Неплохо. Как раз таки надо будет их собрать. Соберем по пути еще, что тут оставили наши коты. И можем в целом наконец-то возвращаться. Пришли, заданий нету. Значит, надо все продавать. Продаем сначала розовый, потом скалистый, потом меуровый. В принципе, я думаю, что мы в ближайшем времени продадим и радиоактивные, потому что у нас радиоактивные будут, а на данный момент они для нас бесполезны. Поэтому собираем все, что лежит у нас в закромах, в наших слаймовых домиках. Идем за курицей. Нам надо насобирать все, сколько у нас будет в этот раз. Я, кстати, смотрю, здесь курицы то слишком много спавнится, то слишком мало. Не знаю, как это работает, но их то вообще не найти, то найти в очень огромных количествах, там больше 20, больше 30 штук. Как-то они так неравномерно распределяются. Но да ладно, главное, чтобы они хотя бы были. В конце концов, у нас есть свой собственный загон. Кстати, в будущем я планирую оттуда во всех куриц просто выселить. Потому что зачем они нам нужны там? Ну вот, серьезно, ни зачем. Идем, значит, собираем все ягодки, кормим наших слаймов, а потом, я думаю, мы пойдем спать. И дальше уже будем смотреть, что у нас есть интересненького. И вот мы таки пойдем спать. Время до утра. Скоро, я думаю, мы будем скупать все улучшения, которые есть для нашего дома, но для этого надо купить, точнее накопить хотя бы 1015. А с новой лабораторией, я думаю, это будет достаточно нелегко, потому что все плорты будут уходить на построение новых добытчиков, на новые машины, как это правильно называется в этой игре. Так, мы собрали свеклу и пойдем покормим наших котов. Их стало заметно меньше. Видимо, игра решила, что коты нам больше не нужны, да? Нам нужно только простые розовые слаймы. Что ж, ладно, давайте соберем тогда все, что у нас осталось. Тут совсем чуть-чуть, но это хотя бы что-то. Я думаю, к концу игры их тут практически не будет. Или уже к следующей серии. Собираем. И думаю, нам все же надо будет как-нибудь сделать здесь специально этих слаймов и кинуть им сюда мячик. Чтобы они сидели и чтобы они могли тут спокойно играть. Тем временем собираем еще больше лортов. Кормим недовольных. Кормим и довольных, и недовольных. Всех кормим. Собираем остатки и, в принципе, можно собираться домой. Идем распродаваться. Продаем розовые и меуровые. Сколько у нас выходит? У нас выходит около 200-300, где-то так. Может, чуть-чуть побольше. Я не особо считала.
Собираем все, что у нас есть с наших слаймов. 15 меуровых. И тоже идем их продавать. А еще нам надо бы их покормить, я думаю. Поэтому пойдем и заберем наших куриц. Вот что я и говорила. Прошлую ночь, прошлый день их было до хрена, сейчас их еле-еле набирается 3 штуки. Вот только новые заспавнились. И в прошлый раз мы набрали около 15-20, сейчас их немножко меньше. То спавнятся они, наверное, потому что мы пришли и прогрузили их место зарождения. Иди сюда. Ни одна курица не посмеет сбежать от хитрой лисы. Ни одна. Все будут захвачены, все будут скормлены. Мы злые. Мы очень злые и агрессивные. Так, идем кормить наших слаймов. Кушайте, мои дорогие коты. Кстати, котов мы в прошлой серии заперли. Да, кто не видел, обязательно посмотрите. Коты, конечно, главные. Факт бесспорный, но тем не менее, от них может быть очень много хлопот. Отдаем запасы наших ягодок нашим розовым друзьяшкам. Забираем все, что получили, и идем опять за меуровыми. Да забираем все, что у нас есть. Кстати, по 30 ячеек это так удобно. Я думаю, когда у нас будет по 50, мы можем вообще ни о чем не волноваться. В принципе, мы уже распродались. Как я говорила, мы продали все, включая радиоактивные плорты. Сейчас я хочу пойти и исследовать новую территорию. Мы немножечко пофармили, денежки у нас есть. Я думаю, я за кадром еще немножко пофармлю. Это намного удобнее, нежели я буду просто часами сидеть и перед камерой молча собирать кучу плорт. Я просто не знаю, о чем говорить в этот момент. Обсуждать игру, ну. Мы собираем плорты. Мы продаем плорты. И так по 10 раз. Я не думаю, что это слишком интересно. Поэтому, что мы сейчас делаем? Смотрим, что у нас здесь, поскольку теперь мы уже умеем летать. Нам будет намного проще передвигаться. Идем сюда, смотрим, что у нас есть. Может, какие-то коробочки завалялись. К сожалению, коробочек нету. Тогда мы пойдем собирать бабахов. Какие милые мордочки. Я не могу. Я просто умиляюсь со всей этой игры. Просто почему она такая милая? Если я правильно знаю, Slime Rancher 2, она еще намного милее. Я хочу попросить... А ты кто? Мы же лопнули тебя во второй серии. Ладно, пока живи. Потом мы тебя еще раз накормим. Так, я отстала от того, что я говорила. Повторюсь, я слышала, что Slime Rancher 2 намного милее, поэтому я хочу попросить человека, чтобы он мне переустановил 10-ю винду, и я смогла также поиграть в Slime Rancher 2. Будет еще больше милоты. Это вода. Мы за эту серию просто нашли столько охеренных слаймов. И водные, и бабахи. Я просто не могу. Почему они все такие милые? 2 штучки. Там еще и коробочка. Давайте ее разобьем. Что у нас? Ну, ничего интересного. Око-око и курицы. Так, а там, я так понимаю, радиоактивные. Так. Никого больше не оставили, поэтому идем забирать еще и радиоактивные. Собираем все, что плохо ползает. Забираем все к себе. Нам все надо. Все мое. Не дам. Прыгаем. Долетаем. С ранцем все намного удобнее. Забираем нашего радиоактивного. Как же классно. Так же здорово.
я рада. Я очень рада, сколько новых слаймов вы нашли. Еще и коробочка. Разбись. Все. В принципе, больше нам тут делать особо нечего. Мы собрали бабахов, мы собрали пролты, мы собрали плорты водные, также водных слаймов. Я думаю, надо будет еще парочку собрать, так как их можно держать до 4 штук вроде бы. И мы собрали бабахов и радиоактивных. Сейчас понемногу возвращаемся домой. Возвращаемся. Я не знаю, откуда взялся вот этот синий обжора, но его надо будет накормить. Вот это то, что нам нужно. И я, как обычно, потеряла путь домой. Вар, теперь у меня есть вода, и теперь ты мне не страшен. Как хорошо иметь воду. Просто вода — это что-то превосходное. Странцам, я повторюсь, я буду много раз это повторять, очень удобно. Просто залез на какую-то высоту и можешь уже увидеть, куда тебе надо лететь. С человеком, который не может ориентироваться в пространстве, как я, это что-то очень полезное и что-то очень шикарное. Мы уже понемногу идем домой. Итак, в принципе, мы уже дома. Я думаю, нам сносить этот участок или нет? Я думаю, нам не надо, пусть все-таки дорастет, и потом мы уже уберем то, что от нас хочет. Боб и Мотти. Давайте Мотти возьмем. Нет, мы возьмем Боба. Боб нам привлекательнее. Ему нужны курицы. Курицы, хорошо. Давай продадим сначала плорты. Я буду просто это называть деньгой, как раньше. Мне неудобно говорить пролты, плорты. Я постоянно за это заикаюсь. Почему это так сложно выговорить? Плорты. И когда повторяешь это несколько раз, это очень странно звучит. Так, курицы у наших котов есть, поэтому сорян, дружбаны, мы их немножечко забираем. Раз вы их все равно не едите, заберем их еще и отсюда. Нате вам одну. И отдаем куриц нашему человеку. За это мы даем. Да, за это мы получаем плорты, а также окулу. Сюда, в наш темный регион, мы посадим наших радиоактивных слаймов. Я еще думаю, где нам садить бабахов и где нам садить водных. Хотелось где-то рядышком, недалеко, чтобы мы могли спокойно все лицезреть. Но, честно, я даже не знаю. Куда душа ляжет, туда уже и посадим. Собираем все, что нам отдали, и идем садить оку-оку. Думаю, оку-оку мы посадим рядышком с нашими дорогими слаймами. Да, вот здесь. Сделаем грядочку, просто чтобы далеко не ходить. К тому же они дают за нее намного больше денежек, что нам классно. Ребят, отдайте одну штучку и идем садить. Вот так. Все, и закупаем все улучшения, которые только возможно. А сюда, я думаю, между двумя участками, я думаю, мы на прямой участок поставим загон. Да, все же здесь он будет смотреться куда лучше. Загон, и сюда уже кинем бабахов. Покупаем все улучшения, которые можем, но у нас немножечко не хватит, поэтому покупаем просто стенки и крышу, чтобы они немножечко не вылезли. Иначе будет казус, будет очень плохо. А что у нас съедят радиоактивный око-око и фосфорный клубник? Я думала их скрестить, но они едят разное. Радиоактивные едят овощи вроде как. Око-око это ж овощ. А летающие лаймы,
летают с овощами. С фруктами, точнее. Я уже заговариваюсь. Это катастрофа. Надо поскорее записывать. И надо идти наконец-то монтировать. То видео уже не было 2 дня. Как так-то? Как Инви-чан могла себя так запустить? Нельзя. Так, да покупаем им кормушку. На собиратель у нас немножечко не хватает. Поэтому сейчас пойдем, думаю, соберем все, что можно. А чё вы овощи не едите? Вы едите... вы едите курицу. Неплохо, неплохо. Тогда идем собираем куриц. Пойдем соберем немножечко куриц. Я уже забыла, о чем я говорила. Собираем все, что у нас есть с наших закромов. И идем кормить слаймов. Кстати, я думаю, мы в будущих сериях переместим наших розовых слаймов ближе к лаборатории. Потому что все же туда их будет доставлять намного проще. А денежка не стоит не особо много. Собираем плорты. Идем их продавать. Довольные слаймы. Уже 8 плортов. Много-много, не спорю. Идем продавать. И я думаю, мы на этом пока будем заканчивать. Возвращаемся на наше исходное место. И я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Мы с вами еще услышимся. Всем пока!